Цикл for — это ваш главный инструмент для повторения действий, а range — его верный помощник. Привет! Сегодня мы поговорим о цикле for, одной из самых часто используемых конструкций в Python. С его помощью можно повторять действия над каждым элементом коллекции, списка, строки, кортежа. Но что делать, если у нас нет готовой коллекции, а нужно просто выполнить код определенное количество раз? Вот тут на помощь приходит функция range. Она создает последовательность чисел, которую мы можем перебрать в цикле. Давайте разберемся, как это работает, начиная с самого простого синтаксиса. Самый простой способ — написать for I in range 5 и внутри цикла делать что угодно. Переменная i на каждом шаге будет принимать следующее число из диапазона. Важно, range 5 генерирует числа от 0 до 4 включительно. Последнее число не входит. Это не случайность, так во многих языках программирования работают счетчики. Если вам нужно начать не с нуля, передайте два аргумента. Range 2 — 7, даст 23, 4, пень 6. И третий аргумент — шаг. Range 0, 10, 2. Все четные числа от 0 до 8. Давайте напишем простой цикл, который выводит квадраты чисел от 1 до 5. Я использую range 1.6, чтобы получить 1, 2, 3, 4, 5. Обратите внимание, внутри цикла я вычисляю square hash i2 и печатаю результат. Запустив код, мы увидим квадраты каждого числа. Попробуйте изменить stop на 5, тогда 5 не войдет, и вы получите квадраты только 1,4. Это классическая ошибка новичков — забыть, что верхняя граница не включается. For I in range 1.6 перебираем числа от 1 до 5 включительно. Если бы мы написали range i на 5, то 5 бы не было. Вычисляем квадрат числа i, оператор чин возводит в степень, выводим отформатированную строку с помощью fstring. Многие думают, что range она возвращает список, но это не так. Range — это специальный объект, который генерирует числа на лету, когда они нужны. Это экономит память. Range 10 тысяч не хранит миллион чисел, а выдает их по одному. Если вам все же нужен настоящий список, используйте list range type. Это пригодится, когда нужно пройти по числам несколько раз или изменить их. Но в обычном цикле for range работает напрямую, без преобразования. Самая частая ошибка off by one, когда вы хотите 10 чисел, пишите range 10 и получаете 0,9. Все верно. Но если нужно от 1 до 10, то range 1 — 11. Второй момент. Если вы передаете шаг, убедитесь, что направление правильное. Range 5, 0, 1 пойдет от 5 до 1 вниз, а range 5, 0, 1 пустой цикл, потому что с положительным шагом от 5 до 0 не дойти. Третий. Не пытайтесь в цикле for изменять сам range. Это не имеет смысла, так как range не изменяем. И последнее. Если вы забыли второй аргумент и написали range 0, 5, 2, это нормально. Но если вы напишете range 5, 2, то получите пустой диапазон, потому что старт больше стоп, а шаг по умолчанию положительный. Здесь старт 5, стоп 2, шаг по умолчанию 1. Так как старт больше стоп, цикл не выполнится ни разу. А здесь мы указали шаг 1, и теперь цикл пойдет от 5 вниз до 3, 2 не включается. Давайте решим практическую задачу — найти сумму всех чисел от 1 до 100. С помощью range и цикла for это делается в несколько строк. Объявляем переменную total args 0, затем в цикле for I in range din 101. Прибавляем к total I, после цикла выводим результат. Обратите внимание, range 1 — 101. 101 не входит, поэтому последнее число 100. После цикла получим 5 и 50. Это знаменитая сумма арифметической прогрессии. Если бы мы ошиблись и написали range 1 — 100, то сумма была бы 4950, на 100 меньше. Инициализируем total нулем. В этой переменной будем накапливать сумму. Range 1 — 101. Перебираем числа от 1 до 100 включительно. 101 не входит. К total прибавляем текущее I. Оператор плюс shell эквивалентен total шиш total плюс I. После завершения цикла выводим результат. Получится 5 и 50. Проверьте. Итак, мы разобрали, как работает цикл for и функция range. Вы узнали про три формы вызова range, про off by one, про ленивость range и типичные ошибки. Теперь вы можете писать циклы, которые повторяют код нужное количество раз и не путаться в границах.
На следующем уроке мы поговорим о break и continue, командах, которые позволяют управлять циклом изнутри. Не забудьте попрактиковаться, напишите свои примеры, посчитайте сумму четных чисел, сделайте обратный отсчет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки. Теперь вы знаете, как не запутаться в границах range и правильно использовать цикл for. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий урок про break и continue.